Всем привет, дорогие друзья! Вы давно меня просили рецепт хлеба на закваске без дрожжей. И сегодня я покажу мой ходовой рецепт хлеба на закваске, который я пеку постоянно. Хлеб получается очень вкусный, с хрустящей корочкой и нежным пористым мякишем. Хлеб такой ароматный и просто необычайно вкусный. Ну а о пользе хлеба на закваске я не буду рассказывать. Вы и так прекрасно это знаете, если просили у меня этот рецепт. Готовить такой хлеб несложно, своего личного времени понадобится совсем немного. Самое главное в приготовлении этого хлеба – это вывести свою хорошую закваску. И тогда у вас все получится. И вы будете радовать своих родных и близких вот таким очень вкусным и полезным хлебом. Итак, сейчас сразу я буду готовить опару для моего хлеба. Для этого в миску я наливаю 100 мл воды и добавляю 100 граммов уже готовой закваски. Посмотрите, какая она легкая. Закваска плавает сверху на воде. Я сразу всю мою закваску буду обновлять. Вот эта закваска, которая у меня здесь сейчас осталась, ее можно использовать для каких-то блинчиков, я не знаю, можно ее собрать, она здесь полностью готова. Ее хранить в принципе не надо, так как я уже оставлю часть закваски от этой опары, которую я сейчас делаю. И теперь, в зависимости от того, какой вы хлеб хотите печь, ржаной, цельнозерновой, ту муку и используйте для приготовления опары. Я буду сегодня печь хлеб на цельнозерновой и обычной муке. Поэтому я добавляю часть цельнозерновой муки, примерно 30 граммов. И теперь добавляю обычную пшеничную муку. То есть мне надо в общем 100 граммов муки. Убираю весы и хорошо все перемешиваю. Закрываю миску пленкой, сверху полотенце и оставляю таким образом опару постоять примерно на 6-8 часов. Это зависит от того, какая температура у вас в помещении, и надо просто на нее поглядывать и смотреть, как быстро она станет активной. Для приготовления теста мне понадобится опара у меня чудесно подошла. Посмотрите, как она сейчас хорошо выглядит. Она у меня стояла 6 часов. Посмотрите, вся поверхность вот такая бугристая и образовались пузыри, которые уже начинают лопаться. То есть опара сейчас на пике активности. Я ее немного перемешиваю. Видите, как много здесь пузырьков воздуха. Если вы не наблюдаете вот такую картину, тогда оставляйте опару еще постоять. В миску я наливаю чистую воду. Температура обычная, комнатная, можно чуть холоднее. Теперь миску я поставила на весы. Мне понадобится 200 граммов опары. Посмотрите, как она замечательно плывет. Она не тонет. Это говорит о том, что у меня очень хорошая закваска. Сейчас у меня здесь в миске осталась еще вот эта опара. Я ее соберу, переложу в чистый контейнер, в чистую баночку. И это у меня будет закваска, которую я отправлю в холодильник. Так называемый потом стартер, из которого потом я опять буду печь хлеб. И таким образом у меня все, процесс идет по кругу. То есть я вот так вот завожу опару. Часть этой опары у меня идет для приготовления хлеба. Часть, которая остается, я отправляю в холодильник. Сначала я ее немного подкормлю, добавлю буквально столовую ложку муки, столовую ложку воды. И теперь это у меня уже будет новая закваска, которую я отправлю в холодильник. Опара вот такая очень легкая. Перемешиваю ее с водой. Также сразу в воду я добавляю сахар и соль. Я готовлю мой хлеб по очень простому рецепту. Сейчас в миску я добавила цельнозерновую муку. Ее, конечно, не просеиваем. А вот белую муку пшеничную я просеиваю. Я использую для рецепта муку высшего сорта. Можно использовать первого. Для хлеба она прекрасно подходит. Я добавляю сразу всю муку и замешиваю тесто. Сначала я перемешиваю немного лопаткой и затем совсем немного домешу руками. Здесь не надо никакого долгого вымешивания, так как потом тесто я все равно буду растягивать и складывать, и у него хорошо разовьется клейковина. Сейчас лопатку я убираю и немного все домешиваю
руками прямо в миске. Тесто в итоге должно получиться немного липким. Если вы не привыкли работать с таким липким тестом, можно добавить еще немного муки. И все-таки я решила тесто переложить в стеклянную миску, чтобы показать вам наглядно, как будет развиваться тесто. Закрываю пленкой, сверху полотенцем и оставляю таким образом постоять где-то 1,5–2 часа. Я буду периодически смотреть, как ведет себя мое тесто. Вы должны почувствовать это тесто, почувствовать вот эту опару, эту закваску и смотреть по внешнему виду, когда вам надо приступать к следующему этапу приготовления хлеба. У меня прошло около 2 часов. Посмотрите, какое стало тесто. Оно уже начинает вот так вот хорошо бродить. Видны пузырьки воздуха. Видите, я специально взяла миску стеклянную, чтобы вам было видно. Тесто бродит. И сейчас я начну делать ему обминки. Всего я буду делать 4 обминки. У меня тесто такое достаточно жидкое, поэтому эти обминки я буду делать каждые 20 минут. Я взяла воду, окунаю руки в воду и делаю вот такую обминку. Вытягиваю тесто и складываю. Вытягиваю и складываю. Тесто такое нежное, воздушное. С каждой обминкой оно будет становиться все лучше и лучше. Провела первую обминку. Снова закрываю все пленкой и полотенцем. Оставляю на 20 минут. У меня прошло 20 минут. Делаю обминку второй раз. Точно так же, благодаря вот таким обминкам улучшается структура мякиша. И хлеб получится очень вкусный и красивый. Получается, проходит процесс брожения лучше, быстрее. Снова закрываю пленкой и оставляю на 20 минут. И я обминаю тесто 3-й раз. Каждый раз оно меняется, вытягивается вот так очень хорошо, не рвется. Чувствуется, что тесто такое прямо живое под руками. Итак, обминаю тесто последний 4-й раз. Оставляю еще на 20 минут и можно делать предформовку. Сейчас я подготовлю в корзинки, в которых буду растаивать хлеб. Я использую вот такую обычную корзинку. Это обычное сито. Выкладываю в него чистое полотенце. Также у меня есть еще вот такая корзинка. Сюда также укладываю чистое полотенечко. Из этого количества теста можно выпечь 2 большие буханки хлеба, либо 3 среднего размера. Обычно, если я пеку 3 хлебушка, я использую вот эту круглую корзинку. И вот у меня еще есть вот такие формочки для кексов. Использую их. Но, как я уже сказала сегодня, я хочу сделать 2 больших хлебушка. Также мне понадобится рисовая мука. К рисовой муке не прилипает тесто. Поэтому я вот таким образом щедро присыпаю рисовой мукой полотенце, подготавливаю корзиночки. И совсем не обязательно покупать дорогие корзинки. Можно использовать вот такие обычные пластмассовые корзиночки, как у меня. Итак, у меня уже тесто полностью готово к предформовке. Посмотрите, какие пузыри воздуха. Какое классное тесто получилось. Просто великолепное. Сейчас стол я подпыляю мукой и выкладываю мое тесто. Какая красота. Вы видите, как оно хорошо выходит из миски. Вот оно само выходит. Вот здесь немного помогу, чтобы процесс шел быстрее. Тесто, конечно, просто шикарное. Тесто немного подпыляю мукой, руки также, и разделю его на 2 части, ну примерно равные. Не обязательно там все до миллиметра, до точности, делю примерно. Тем более, что даже корзинки у меня разные. Одна чуть больше, одна чуть меньше. И теперь тесто вот таким образом как бы собираю в шар. Подбираю при помощи скребочка. Так, и второй кусочек. Ну и вот, как я и говорила, у меня получился один кусочек чуть больше, один чуть меньше. Сейчас тесто надо оставить отдохнуть минут на 5-7. И теперь займусь
формовкой хлеба. Подпыляю немного теста мукой. Посмотрите, какие здесь идут сейчас у меня вот такие пузыри. В принципе, эти пузыри мне сейчас слишком сильно не нужны. Если вы не хотите, чтобы потом в тесте были такие большие дырки, действую скребочком, переворачиваю и теперь тесто растягиваю. Если оно где-то начинает прилипать, чуть-чуть подпыляю мукой. Растягиваю вот такими легкими движениями в прямоугольный такой пласт. И теперь выполняю так называемое пеленание. Подворачиваю тесто с одной стороны, с другой стороны. Посмотрите, ну прямо пищит под руками. Видите, вот пузыри воздуха. И вот сейчас я тесто начинаю вот таким образом подворачивать. Оно липковатое, поэтому руки я немного окунаю в муку. Подбираю, чтобы верхушка была вот такая ровненькая. И теперь тесто аккуратно при помощи скребочка приподнимаю и переношу в корзинку. Выкладываю тесто швом вверх. И теперь заканчиваю формовку. Защипываю вот эти бока. И сверху, если шов разошелся, тоже можно его защипнуть. И теперь формую вторую буханку хлеба. Вот этот край можно защипнуть на столе, можно защипывать в корзинке, как вам больше удобно. Приподнимаю тесто и выкладываю швом вверх в корзинку. Теперь все поправляю. Осталось сформованные буханки хлеба присыпать сверху рисовой мукой, чтобы не прилипло полотенце, так как вы сами видели, что тесто довольно липкое. Закрываю вот таким образом. И корзинки отправляю в холодильник часов на 8-10. У меня прошло примерно часов 10. И я сейчас буду выпекать хлеб. Заранее в духовку я уже поставила разогреваться такую большую кастрюлю с толстым дном и с крышкой. Буду выпекать хлеб именно в кастрюле. Я сейчас достаю тесто на пергаментную бумагу. Вот такая красота у меня получилась. Я сейчас вот так немного разглаживаю рисовую муку и сделаю рисунок. Конечно, вы можете делать любой рисунок, какой вы хотите. Я буду делать вот такие колосочки с 4 сторон. И теперь делаю еще вот такие листики. Надрезы делать надо обязательно, чтобы хлеб раскрылся. И они должны быть такими достаточно глубокими. Сейчас я показываю такой довольно сложный рисунок. Второй хлеб я испеку попроще. Я достала горячую кастрюлю из духовки. Вкладываю хлеб. И сейчас я отправляю выпекаться под закрытой крышкой в хорошо разогретую до 250 градусов духовку примерно на 20-25 минут. Затем я снижаю температуру духовки до 220 градусов, снимаю крышку с кастрюли и выпекаю хлеб еще примерно 15-20 минут. Друзья, конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Кастрюлю я ставлю на нижний уровень, включен верх и низ духовки. Я достала мой хлеб из духовки. Вы только посмотрите, какая красота получилась. Как он хорошо раскрылся. Вот такая хрустящая корочка. Сейчас хлеб сразу достаю из кастрюли. Главное, действуйте аккуратно, чтобы не обжечься. Я сейчас кастрюлю с крышкой отправила обратно в духовку, включила ее снова на 250 градусов. И пока выкладываю на пергаментную бумагу второй хлебушек. Разглаживаю сверху рисовую муку, убираю излишки и делаю снова хороший такой надрез. Надрез делаем лезвием, причем старайтесь сделать надрез до конца, тогда раскрытие хлеба будет хорошее. Сейчас я делаю очень простой рисунок. И делаю колосочки. Тут уже все зависит от вашей фантазии. Украшать можно как хотите. Достаю кастрюлю из духовки. У меня кастрюлька, конечно, чуть маловато, но ничего. Хлеб здесь прекрасно печется. Закрываю крышкой и отправляю в духовку. Пеку при точно таком же режиме, как и первый хлеб. Второй хлеб испекся. Он вообще получился шикарный, такой большой. Как вы помните, этот хлебушек у меня был чуть большего размера. Также достаю его из кастрюли. Хлеб получился просто великолепный. Он такой легкий, хрустящая корочка.
Вообще обычно дома у меня никто не дожидается, когда хлеб полностью остынет. Но у меня сегодня я пеку 2 больших хлеба, поэтому первый уже остыл. Я его сейчас разрежу. Посмотрите, какой хлеб получился. У него просто великолепный мякиш. В общем, друзья, я рекомендую попробовать. Не бойтесь пробовать готовить закваску, готовить хлеб на закваске. Я уверена, у всех получится. Я желаю всем приятного аппетита и приятного просмотра. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Язикок «Позитивная кухня», чтобы не пропустить новые интересные рецепты.